Привет, с вами Алена. У нас в гостях девушка, которая прищемила ноготь аж в июле, представляете? И очень долго ждала, думала, что он как-то там пройдет, отрастет. Ну, в общем, достаточно типичная ситуация. И самое интересное, что это, кстати, следы от пластыря. Сейчас про это тоже расскажу. Самое интересное, что она прищемила не сам ноготь, а прищемила намного выше него, где-то на сантиметр, на 1,5. И со временем эта травма стала отрастать, выходить и превратилась в вот это вот. Он у нее сильно топорщился, торчал, она его везде зацепляла, боялась, что оторвет, и поэтому стала заклеивать пластырем. А как я уже неоднократно говорила, пластырь это не очень хорошая идея, потому что он полиэтиленовый там, или резиновый, из чего он там делается, я не знаю. Ну, в общем, это то, от чего начинает преть, как в парнике. А в парнике что? Хорошо растут помидоры и огурцы, но в ногтях огурцы с помидорами не растут, бывает что-то похлеще. Поэтому будьте внимательны, пожалуйста, не надо заклеивать пластырем все, что не попадя. Если хотите что-то спрятать, скрыть или чтобы у вас не цеплялось, я советую взять просто дышащую повязку, она называется Пеха Хафт, и продаются эти повязки в обычных магазинах. Ну, а тут под ногтем лежало что-то, так называемые какашечки, да простят меня все нелюбители этого слова, но я, ей-богу, не знаю, как еще это назвать, ну, то есть там что-то копится, и это нужно оттуда убрать, потому что оно там лежит, и вряд ли это то, что ей бы хотелось с собой носить. Я, кстати, всегда клиентам вот по поводу зачисток объясняю, я говорю, вот вы же кушаете, да, можете там, например, вкусненько было там палец облизать, а у вас там под ногтем вот это вот. Они такие, да, точно, нужна зачистка. То есть надо прям вот людям это рассказывать. Они не проводят эти, прямые в своей голове, вот эти аналогии, у них это не работает, потому что это просто не их специфика работы, не их вид деятельности, они вообще об этом никогда не задумываются. Это вот для тех, кто говорит, что, ой, мои клиенты не хотят делать зачистку. Вы просто объясните, что они с собой носят эту грязь и как бы облизывают эти пальцы, ими готовят еду своим детям и сразу отпускают, сразу соглашаются на зачистку. А вот в этом месте я как раз рассказывала ей, что куда у нее пришелся удар и как ноготь у нее постепенно срастал. Ну, а мы уже срезали большую часть нестабильного отошедшего ногтя и переходим к работе твердосплавной фрезой. Как я уже говорила неоднократно, все чаще я прибегаю к использованию именно твердосплавов в работе по ногтю, потому что это банально быстрее. То есть теперь зачистки я делаю намного быстрее, чем раньше. То есть если раньше я вообще могла по 1,5 часа с одним ногтем сидеть, высверливая эти микроны и миллиметры, то теперь я за 15-20 минут с легкостью справляюсь, и то в неспешном режиме, со всеми «ой, ай, мне страшно» уговариваниями и объяснениями. С ними все-таки нужно, как с детишками, и я их прямо понимаю в эти моменты, потому что им это чуждо, им это непонятно. У них, слава богу, это в первый раз, и хорошо бы, чтобы в последний. И страх это абсолютно естественно в такой ситуации, поэтому не ленитесь, разговаривайте с клиентом, объясняйте, что вы делаете, зачем вы это делаете, какой будет результат. Им это приятно, они от этого успокаиваются, и вам будет о чем поговорить. Потом, чем больше проговариваешь и объясняешь, тем лучше понимаешь сам. А на этом наша зачистка заканчивается. Всегда в любой непонятной ситуации масло это самый-самый лучший друг, главное, чтобы хороший состав и натуральный. Вот так пальчик выглядит после зачистки, и не такой уж он и страшный, и не такой уж он ужасный. Так сказала клиентка, что выглядит он вполне себе прилично, поэтому пластырем больше заклеивать не будем. Конечно, я решила нанести маслечко и на все остальные пальцы, почему их нужно обделять. Ну и заодно проконсультировать ее по поводу неправильного снятия. Я, к сожалению, сейчас уже не вспомню, это было где-то месяца, по-моему, 1,5 назад, когда я с ней работала. Я не вспомню, то ли она сама себе так снимала, то ли ей так кто-то снял, но мораль всей басни такова: не надо спиливать полногтя, пожалуйста. Вот видите, там прям такие остались следы, то ли фрез, то ли пилки, знаете, часто бывает, и сами себе снимают. И, в общем, ноготь похож на тряпочку, которая грустно развивается на ветру, а не держится бодрым флагом. В общем, такие ногти, конечно, нужно только сращивать, покрывать их смысла нет, они бедные и несчастные, я боюсь, что они даже на воду реагируют. В общем, я все и объяснила, рассказала, ноготь обязательно отрастет, точнее, он уже отрастает, там внутри вот уже половина здорового чистого ноготка есть, так что все будет круто, я даже не сомневаюсь. А с вами была Алена, пока-пока, до новых встреч и берегите себя и свои ногти.